В наши дни ямальские кочевники пользуются сотовыми телефонами и GPS-навигаторами, перемещаются на снегоходах и знакомятся по интернету. Сложно представить, что менее 100 лет назад коренное население Севера практически не говорило по-русски и тем более не умело читать и писать. Исправить ситуацию должен был проект «Красный чум». В 30-х годах прошлого века государственный деятель и участник революционного движения Николай Сапрыгин выдвинул инициативу. Он предложил организовать на севере кочевые учреждения культуры. Логика простая. Если ненец не идет к Советскому Союзу, то Советский Союз должен прийти к ненцу. А так как коренные народы вели традиционный образ жизни, то и просветителям нужно было следовать за ними по тундре. Главной целью красных чумов была ликвидация безграмотности. В обязанности сотрудников передвижного дома культуры входило обучение чтению и письму, оказание медицинской и ветеринарной помощи, организация общих мероприятий, совместное чтение советских газет, книг, журналов и даже просмотры кинофильмов. Все это без отрыва от производства, то есть прямо посреди тундры. Кто работал в таких учреждениях? С какими трудностями столкнулись чумовые сотрудники? Куда пропали красные чумы? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Друзья, но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме, планете Земля. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Главная идея Советского Союза была в том, чтобы изменить мир, создать и воспитать нового человека. Работать над воплощением такой задачи должен был каждый гражданин, даже если он живет в самых отдаленных уголках страны. Особое внимание советская власть стала уделять тому, чтобы включить коренные народы Севера в новую государственную систему. Ведь, как и все остальные, кочевники должны были получать медицинскую помощь, учиться и пользоваться всеми достижениями и благами Советского Союза. Идея, как всегда, светлая, но в реализации очень сложная. На ее воплощение ушло несколько десятилетий. Чтобы нести просвещение в массы, на севере начали организовывать культурные базы. Это специальные комплексы, которые строили в местах косланий. В составе культбаз создавались и красные чумы, так назывались передвижные учреждения. Они кочевали вместе с оленеводами. Свою работу сотрудники должны были проводить там, где больше всего местного населения. Первые красные чумы появились на Ямале в 30-х годах прошлого века. Подготовка такого чума была сложна и кропотлива. Важно было наглядно показать предметы быта и культуры, а также инструменты для ловли рыбы и охоты. От того, насколько полезны они были для местных жителей, зависело, проявят ли люди интерес к знакомству с советским миром или нет. Еще одна сложность, с которой столкнулись первые сотрудники чумов – трудности перевода. Как оказалось, отправляться в тундру без переводчика, который бы знал русский и ненецкий языки, нет никакого смысла. Самые первые красные чумы были по-настоящему многофункциональными. В них должны были проводить политико-просветительскую и агитационную работу, обучать взрослое население грамоте и письму, приглашать детей в школы-интернаты, читать вслух новости, постановления партии и правительства, разъяснять их и обсуждать со слушателями, а также объединять оленеводов в колхозы или так называемые простейшие производственные товарищества. Кроме того, на плечи сотрудников чумов ложились вопросы ветеринарной помощи и медицинского обслуживания. Каких сотрудников нанимали в красный чум? Чаще всего в выездной бригаде были заведующий, культработник, медик, ликвидатор, так называли человека, который занимался обучением взрослых, то есть ликвидировал безграмотность. Кроме того, в состав сотрудников входили ветеринар, пастух, киномеханик, чумработница и переводчик. Количество и специализации сотрудников зависели от времени и возможностей районных исполкомов, которые были ответственны за организацию чумов. Так, в начале 30-40-х годов обязательно нужны были переводчики, но киномеханики не особенно требовались. Позже, когда большинство коренных жителей Севера уже довольно хорошо понимали русский язык, переводчики стали не нужны. Зато киномеханики обязательно. Просмотр фильмов был отдельной задачей культпросвета. Конечно, все сотрудники чумов были приезжими, а условия работы крайне тяжелыми. Людям приходилось покидать свои семьи на 5-6 месяцев и жить совершенно непривычной жизнью.
поэтому найти хороших специалистов было сложно, но возможно. Работа красных чумов не прекратилась даже в годы Великой Отечественной войны. В государственных архивах сохранились документы. В них говорится о том, как были оснащены чумы в конце 40-х годов. Помимо самого жилища, сотрудникам выдавали летние и зимние нюки, покрышки для чума, железную печку, стол и скамейки, флаги и портреты вождей, домино, шашки, шахматы, радиоприемник, патефон и даже балалайки с гитарами. Внешне красный чум ничем не отличался от остальных, только советский флаг возвышался над ним. Если в 1949 году на территории Ямала работали 12 красных чумов, то к 70-м годам их число увеличилось до 31. Все это время именно они были главным источником информации о стране и мире для жителей Севера. Постепенно в регионе развивались социальные службы, медицина, образование и ветеринарная помощь. Благодаря этому изменилась и работа красных чумов. Они больше делали акцент на радиослушание, организацию праздников оленеводов, спортивных состязаний, кинопоказов и чтения. В чумах обязательно была собственная библиотека, а в 1971 году на Ямале организовали агитационно-культурные бригады. Именно они стали выполнять просветительские функции. Таким образом, потребность в красных чумах отпала, и их эпоха завершилась. Красные чумы работали не только на Ямале, но и в других регионах. Одной из первых сотрудниц такого учреждения была Амалия Хазанович. В 23 года молодая учительница отправилась на Таймыр, чтобы стать заведующей чумом. С собой девушка взяла альбомы о Красной армии и физкультурниках, комплекты журналов, карту и глобус, азбуку и буквари, грифельную тетрадку, мелки, цветные карандаши и тетради, домино и шашки, волейбольный мяч, а также мелкокалиберную винтовку и патефон с пластинками. Из литературы она везла с собой учебники по истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков, труды Энгельса, Ленина, Сталина и «Остров пингвинов» Анатоля Франца. Впоследствии о своем опыте она написала книгу, которую назвала «Друзья мои Нгонасаны». Это произведение вдохновило многих юных педагогов, желающих во что бы то ни стало отправиться на север, чтобы встретиться с тундрой и учить местных жителей грамоте. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, переходите в комментарии и напишите, что думаете по поводу увиденного. Задавайте вопросы и предлагайте темы для новых выпусков. Мы обязательно ответим. Не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа, чтобы не пропустить ни одного видео и узнать больше полезного.